Привет, друзья! Давно хотела рассказать вам о своем переезде в Алжир, о первых впечатлениях, ожиданиях и реальности, которая меня ждала. Откладывала это видео на потом, так как нужно было поднять свои архивные фото, видео, в общем, что-то нашла. Тема большая, не все поместилось. Думаю, продолжу в следующих выпусках. Надеюсь, чем-то будет полезно. Когда-то о существовании Алжира в мире я, конечно же, знала из уроков географии в школе, но больше информации почему-то мне не встречалось, или же в таком малом количестве, что я просто не обращала внимания, хотя и работала в масс-медиа. В общем, по разным причинам я не была знакома с этой страной, да и не интересовалась. Но начав общаться с будущим мужем, мне стало интересно, что же это за страна, как в ней живут люди, что здесь вообще происходит. Я начала искать в интернете все об алжирцах и о Алжире. Сейчас это звучит странно, мало информации, ведь есть много видеоблогеров и вообще качественной съемки, но на тот момент мне почему-то попадались только краткие заметки путешественников, негативный опыт обиженных женщин и документальные фильмы про Сахару. Картина складывалась, мягко говоря, не очень. На пустыне я и остановилась, насмотрелась фильмов и все. Они и сложили мое предварительное впечатление об Алжире. Мы общались дистанционно 2 года. Дистанционно познакомились с родственниками, оставалось всем встретиться и все обсудить и договориться о свадьбе. Рейс был ночной. В аэропорту встречали меня почти всей семьей, в том числе и его мама с цветами, что очень важно, девчонки, ведь если родственники о вас не знают, особенно родители, особенно мама, то вас не только не ждут, но, возможно, и будут не рады такому выбору сына. Вместе с родственниками мы поехали в мой отель. Направляясь в Алжир впервые, я честно ожидала увидеть бедность, опасность, верблюдов и пески, и была крайне удивлена, когда на следующий день оказалась в белоснежной столице. Меня это очень приятно удивило, а также впечатлила местная жизнь, архитектура. Я не ожидала, что столица настолько светлая. Центр Алжира был чистым, с пальмами и видом на море. Мне казалось, что все алжирцы живут приблизительно такой же жизнью, и про себя не понимала, почему когда-то мой тогда еще будущий муж рассказывал о другом, но со временем поняла, когда немного отъехала от столицы. Я знала, что Алжир был французской колонией, и об этом в столице напоминало многое, например, архитектура, но я все равно не переставала удивляться. Удивило меня и то, насколько столица зеленая. Это превзошло мои ожидания. Пальмы, парки. Особенным открытием стал вот этот парк, основан еще в 1832 году. Это один из наибольших исторических парков мира. Сами посмотрите, какой красивенный. Первое время я проводила много времени в столице, так как нужно было заниматься документами, плюс у тогда еще будущего мужа были курсы, ему нужно было ездить на занятия, а я с удовольствием составляла ему компанию. Пока он учился, я прогуливалась по столице. Мне также хотелось посетить учебное заведение, в котором муж когда-то получил образование по специальности архитектура и дизайн. Ожиданий не было, но был восторг. Из окон аудитории открывался красивый вид на порт и Средиземное море. Прекрасный бонус для студентов и отличное место для творческих личностей. Что сказать. Не ожидала я увидеть бананы на заправке и прямо около входа в наш подъезд. Не ожидала увидеть горы. Пусть и далеко, но это прекрасно и важно для меня, поскольку я очень люблю горы. Эта реальность превзошла мои ожидания. После свадьбы мы начали жить вместе, в одном из небольших городков неподалеку столицы. По утрам я слышала вот этого мужчину. Это торговец. А по вечерам вот этих ребят. Местные любители футбола. На тот момент мы арендовали автомобиль, и в принципе жизнь казалась насыщенной, комфортной и интересной. Можно было быстро добраться до столицы, на пляж и вообще куда нужно. Мне все нравилось, и у меня были определенные ожидания. О всех не буду рассказывать, давайте назову 5. Первым ожиданием была работа по специальности. Я уже несколько раз упоминала, что я журналист по специальности, так вот мне моя работа нравилась и нравится, и, конечно же, я была настроена продолжать свой профессионально-творческий путь, тем более в такой контрастной африканской стране. Я понимала, что мне будет нужно время для изучения языка, местности и других моментов, но глобально для себя я рассматривала жизнь в Алжире как длительную командировку. Первое время в Алжире я просто наблюдала и делала наброски интересных тем, которые можно будет раскрыть.
И чем больше времени проходило, тем больше я понимала, что мое ожидание работать по специальности не сбудется. Почему? Самая главная причина – это даже не язык, а коммуникация с мужчинами. В Алжире большинство мужчин хотят, чтобы женщина, их мать, дочь, сестра или супруга была минимально связана общением с противоположным полом. Это сложно понять тому, кто не был в Алжире, и эта тема, как я вижу, поддается постоянной критике, но поверьте, мужчины мужчин знают, тем более алжирцы алжирцев, и правильно делают, оберегая своих женщин. Что сказать? Я росла в Украине, но мой отец воспитывал меня так, что лет с 10 уже не разрешал играть во дворе с мальчиками. Потому алжирские рамки для меня не были чем-то новым, но, конечно же, сильно отличались от тех, к которым я привыкла. В Алжире большинство работы выполняют мужчины. Мужчины пекут и продают сладости, выращивают и продают цветы, работают на полях, продают на рынках, в магазинах. Мужчины в ювелирных магазинах и даже в магазинах женской одежды. Не во всех, но все же, что, как по мне, очень странно. В общем, куда ни глянь, мужчины. Женщины, конечно, тоже работают, но по сравнению с мужчинами таких мало. Ничего, думала я, чтобы не потерять свои навыки, можно пробовать работать с кем есть. Например, только с женщинами. Но и тут, друзья, алжирский момент. Даже если у алжирской женщины есть интересное хобби, то это еще совсем не значит, что она захочет говорить о нем публично, а тем более показать свое лицо. В большинстве случаев мужья не согласны, чтобы на их женщину смотрели другие мужчины, даже если это фото для статьи или видеорепортаж. Да и сами женщины тоже такого мнения. Такое воспитание, друзья. И если мне к такому повороту нужно было привыкать, то для алжирских женщин, по крайней мере тех, которых я знала, это казалось удивительным. Как это? Хотеть показать себя всем. А зачем? Мы стесняемся. В общем, друзья, в этом направлении меня ожидал провал. Колесить по стране в поисках интересных героев, конечно же, я не могла. Знакомиться с ними для материалов и интервью, если это мужчины, тоже нет. И ничего с этим не поделать. Такой здесь уклад. Планируя жизнь с алжирцем в Алжире, вы должны себя к такому готовить. Вторым ожиданием было то, что я буду путешествовать по стране. Я знала, что у мужа не было личного автомобиля, но для меня это не являлось препятствием путешествовать, ведь я, как и вы, наверное, при желании могу передвигаться и по-другому – поездом, автобусом, самолетом, велосипедом и пешком. Главная же цель – изучать мир. Общаясь с будущим мужем, мы обсуждали путешествия по Алжиру, что это очень интересно для нас, и вроде бы на словах все совпадало, но я не придала должного внимания его фразе «без автомобиля в Алжире сложно». Я повторяла свое «ничего, первое время можно поездом, автобусом добираться до нужной местности», но он был прав, друзья. После замужества я пыталась ездить в ближайшие к нам города, как одна, так и нет, и постоянно случались какие-то приключения. То поезд сильно опаздывает, а жара началась невыносимая, то кто-то увязался без причины, то уже и самой хочется поскорее где-то присесть, если не прилечь, ведь постоянные подъемы по лестницам очень утомляют. То влажность повышенная, что чувствуешь себя как в парилке. В общем, друзья, он был прав. В Алжире без автомобиля, мягко говоря, сложно. Так что и путешествия в том понимании, к которому я привыкла, тоже не совпадают с ожиданиями. Плюс важно учесть, что большинство людей в Алжире работают с субботы по четверг, имея только пятницу для отдыха. Есть и те, у кого и суббота выходной день, но это было тогда не в нашем случае. Получалось, что в конце рабочей недели домой возвращался человек, желающий в свой единственный выходной день отдохнуть в пределах дома или в радиусе нескольких десятков километров от дома, но никак не с рюкзаком в горах. Если алжирец живет в сельской местности, то на вас также будут ожидать другие ограничения, типичные для его местности, или же отсутствие там общественного транспорта, а значит и возможности легко добраться до большого города, в котором можно прогуляться. И та архитектура и столичная красота, о которой я рассказывала в начале, будет для вас недоступна или доступна редко. Например, если вы будете жить где-то в южной части страны, независимо это юго-запад или юго-восток, вы будете очень далеко, и Алжир будет казаться желтым, пустынным и грязным, что тоже очень вероятно. Еще одним ожиданием было то, что я буду удивлять
алжирских родственников традиционными славянскими блюдами. Я себе представляла, как алжирские родственники будут в восторге от традиционных славянских блюд, как будут уминать все с удовольствием, просить добавки и говорить: вкусно, а что это? По-другому и быть не может, я была уверена. Но и тут мои ожидания не совпали с реальностью. Я уже раньше рассказывала несколько ситуаций, связанных с едой. Если вы не слышали, можете перейти по ссылке под видео. Вкратце, мои алжирские родственники открыты к новым блюдам, но преданы своим традиционным. Они пробовали то, что я готовила, но никогда не заказывали повторить рецепты. Любят они свою кухню, и как я ни пыталась, наши вкусовые предпочтения все равно остаются разными. Причем, друзья, мне легко, я люблю и славянскую кухню, и алжирскую. Еще одним ожиданием было то, что я буду много времени проводить у моря. Семья моего мужа из города Ргая, город расположен у моря, плюс рядом со столицей, что ж мы не планировали, что после свадьбы будем переезжать в другую местность. Это нас вполне устраивало, так как все, что нужно, близко. К морю можно добраться на автобусе. Я думала, да, то, что нужно, море близко, когда захочу, буду ездить гулять. Но, друзья, это тоже не совсем совпало с реальностью. Ездить там можно, но автобусы обычно переполнены, что не особо приятно, особенно в жару. Ни разу я так и не ездила на автобусе к морю. Ездили на машине, на поезде ездила и даже сама, но в соседний город Бумердес. Делала я это зимой, когда уже не купаются, и знаете, не смогла долго находиться на пляже. Хотелось прогуляться у воды, чтобы отдохнуть, но получалось наоборот. Была в напряжении. На пляже, даже в рабочее время, было достаточно много мужчин, которые просто сидели и наблюдали. Когда появлялась женщина, взгляды бросали на нее. Некомфортно. Я уходила. Думала, возможно, так совпало, но приехав еще несколько раз, ситуация повторялась, и я поняла для себя, что без мужа на такие прогулки больше не поеду. И еще одним ожиданием было то, что я интегрируюсь в общество легко. Я была уверена, что легко найду общий язык с местными, даже без знания алжирского. Я знала, что в стране разговаривают больше на французском, чем на английском, но все же в моем представлении количество знающих английский на разговорном уровне было выше, чем оказалось на самом деле. И действительно я столкнулась с тем, что мне было трудно найти общий язык с местными. Мои учительницы в мечети, например, на английском не разговаривали. Не все продавцы в магазинах тоже могли ответить на английском. Родители мужа английский не знают. Только братья, сестра и ее дети. Они и стали моими первыми друзьями. Через полгода приблизительно я познакомилась в мечети с девушкой, которая тоже разговаривала на английском и которую я считаю своей подругой до сих пор. Так что, друзья, будьте готовы к тому, что в Алжире, в зависимости от местности, вам может быть трудно в плане общения. А это важно. Здесь в приоритете французский. Арабский тоже не все знают, ведь алжирский диалект отличается от литературного арабского. А если вы поедете в Кабилию, то вас ожидает совсем иной язык под названием тамазихт, который не похож ни на один из упомянутых. Конечно, друзья, это не все мои ожидания. В некоторых вопросах реальность превзошла мои ожидания. Например, вкус и разнообразие алжирской кухни, изобилие фруктов и овощей во все времена года, открытость и общительность людей, прекрасная, как по мне, погода зимой, что мандарины, бананы, гранат, инжир растут на улицах, как у нас яблони, абрикосы, орехи или груши. В общем, удивило меня многое. Ко многому, конечно, я так и не привыкла. Расскажу в следующих выпусках. Расскажите и вы о своих впечатлениях, будет интересно почитать. Желаю вам всего наилучшего и до встречи в следующем выпуске.